Всем привет! В этом видео у нас экшн камера от компании SGCam модель SG7 Star. Я забыл включить камеру, поэтому сам момент вскрытия не попал в кадр, но не думаю, что это большая проблема. Заказывал я максимальную комплектацию, поэтому кроме стандартного набора в виде камеры, аккумулятора, герметичного кейса, второй задней стенки для герметичного кейса, не герметичного кейса, мягкой тряпочки для линз и кучи различных креплений на все случаи жизни, у меня еще вдобавок идет вторая батарея, устройство для параллельной зарядки двух батарей, наручное удаленное управление, петличка, палка для селфи с еще одним удаленным управлением и крепление на голову и грудь. В общем, комплектация большая. Перед началом основного обзора хочу сказать, что камера находится у меня уже почти 5 месяцев. Камера была задействована в нескольких обзорах, к примеру на пылесос от Xiaomi. У устройства всего 3 кнопки, но при этом есть Wi-Fi и сенсорный экран. И этот сенсорный экран, мягко говоря, не очень удобен в работе. Он или не откликается вообще, или наоборот, откликается едва ли не на дуновение ветра. С Wi-Fi все на порядок лучше, и все настройки, кроме настройки самого Wi-Fi, можно осуществлять с телефона, что я и делал. Для управления через Wi-Fi необходимо в камере включить Wi-Fi, настроить имя сети и пароль, ну или оставить их стандартными. В смартфоне скачать приложение SGCam, отключить мобильный интернет, подключиться к камере и запустить приложение. Ну что ж, пройдемся по настройкам. Первое у нас разрешение и количество кадров при съемке. Самое маленькое разрешение 1280 на 720 точек, самое большое 3840 на 2160 точек. Частота кадров также варьируется. В самом маленьком разрешении частота кадров может быть аж 240 кадров в секунду. Чуть позже мы посмотрим, как это выглядит. В самом большом разрешении 30 кадров в режиме 16 на 9 или 25 кадров в режиме SV. Как расшифровывается SV, я не знаю, но угол обзора в этом режиме самый большой. Далее у нас есть такой пункт, как качество видео, я его держал на максимуме. Ну а дальше начинается веселье, а именно угол обзора, он же Field of View, он же FOV. В Full HD 30 и 60 FPS невозможно задать угол съемки, как со включенным стабилизатором, так и с выключенным. Причем тут стабилизатор, поговорим позже. В Full HD 120 FPS и при более высоких разрешениях задать угол можно. В 30 и 60 FPS на выбор у вас остается только 1080p 16 на 9 и 1080p SV. Смотреть на углы обзора мы будем в разрешении 4К. Съемка производилась с одной точки. Режим SV, режим Wide, режим Medium и режим Narrow. Далее у нас в настройках режим Slow Motion. Выставляем 720p 240 кадров в секунду и смотрим, что получается. А получается ужасно. Нет, оно действительно замедленное, но качество картинки ужасное. Проверим, что будет Full HD 120 FPS. И давайте смотреть правде в глаза, тоже не очень хорошо с точки зрения качества картинки. Auto Low Light. Пример ночной съемки будет чуть позже, но скажу сразу, этот параметр мы включаем и никогда не отключаем. Без него ночью все становится совсем печально. Гиросенсор, он же стабилизация. На фоне вы видите два видео, одно в Full HD 60 FPS со включенной стабилизацией, другое в 4К 30 FPS без включенной стабилизации. Как происходит стабилизация в этой камере? Матрица имеет некоторое высокое реальное разрешение. При записи в разрешении, к примеру, Full HD, а именно 1920 на 1080 точек, используется только часть матрицы. Остальные пиксели становятся своеобразным резервом. При дрожании видеокамеры картинка перемещается по матрице, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации дрожания камеры. В более высоких разрешениях резервных пикселей у данной камеры уже не хватает или их вовсе нету. Поэтому стабилизация работает не во всех режимах. Ну и возвращаясь к углу обзора. Так как в режиме Full HD 60 FPS при выключенной стабилизации есть запас пикселей, было бы логично, если бы с включенной стабилизацией можно было задавать более широкое поле обзора. Но такой возможности нет. Ну и учитывая то, что это именно экшн камера, большую часть своих проверок и тестов я делал в Full HD 60 FPS со включенной стабилизацией. Detection. Начинает запись камеры при каждом обнаружении движения. Dual Files. Будет сохранены две версии записанного видео. Один в выбранном разрешении и другой с низким разрешением 768 на 432 пикселя. Зачем, не знаю. Видеостамп ставит время или дату на ваше видео. В настройках Timelapse можно установить временной интервал между кадрами от 1 до 60 секунд. Вот пример видео в таймлапсе.
Настройки Loop Record и Car DVR превращают экшн-камеру в видеорегистратор для машины. Первая настройка запускает циклическую запись, где новое видео будет писаться поверх самого старого. Вторая настройка будет запускать запись видео при подаче питания по USB на камеру. Не уверен, что оно нужно, но пускай будет. Далее настройка микрофона и несколько настроек, связанных с изображением, которые я держал или в авторежиме, или на стандартных настройках, а именно резкость, баланс белого, значение экспозиции, ISO и последнее приоритизация уровня яркости отдельных частей сцены в зависимости от используемого режима замера. Также еще есть настройки, связанные с датой, Wi-Fi, лампочками на корпусе и так далее. На главном экране свайп влево или вправо меняет режимы фото и видео. Свайп сверху вниз вызывает меню с фото и видео галереями, а также подключением пультов и включением-отключением Wi-Fi. Свайп снизу вверх показывает меню для переключения режимов фото и видеосъемки. Ну а мы перейдем к более интересному, к звуку. Видео писалось с палки для селфи Full HD 60 кадров в секунду, стабилизация включена. Никаких доп. Обработок не было. Первый пример звучания у нас в герметичном корпусе. Да, почти ничего не слышно. Теперь звук в негерметичном корпусе с микрофона, встроенного в камеру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Тут у нас поднялся чуть-чуть, по-моему, ветерок. Совсем небольшой, но что-то есть. Да, я смотрю вниз в телефон, чтобы увидеть хоть примерно какая там картинка. Там какое-то озеро. Я думаю, вам видно. Может, оно будет видно где-то в каких-то кадрах. Я не знаю, что там слышно, не слышно. Скоро узнаем. Звук неплохой, но ветер мешает. Попробуем использовать петличку. Раз, два, три, четыре, пять. Запись звука на петличку. Петличка, вот она тут. Не знаю, видно, не видно. Да, думаю, видно. Что рассказать вам? Муха села на варенье, вот и все стихотворенье. Пойдет? Я надеюсь, что да. Лично меня в таком режиме звук устраивает, но есть одно но. Петличка подключается в micro-USB разъем. Это создает сразу две проблемы. Первая проблема. Вы не можете просто взять любую петличку и подключить ее к камере. Вторая проблема. Если вы захотите записать какое-то длинное видео, вам придется выбирать или дополнительное питание от пауэрбанка, или петличка. Ну а теперь о печальном. Качество съемки ночью ужасно во всех режимах. Картинка дерганная даже с включенной стабилизацией. И самое печальное, картинка очень темная. Глазами я видел намного больше света. Сколько камера работает от одной батареи? В 4К 30 FPS с выключенным Wi-Fi продержалась 1 час 32 минуты. Full HD 60 FPS с включенной стабилизацией и выключенным Wi-Fi камера продержалась чуть дольше, 1 час 43 минуты. И с моей точки зрения это неплохой результат. Да, хотелось бы больше, но все же неплохо. Ну и сразу же минус, камера греется. После 1,5 часов в режиме 4К самая горячая точка 53,4 градуса. При этом температура окружающей среды около 26 градусов. Зимой проблем не возникает, но если вы поедете в жаркую страну, то лучше иногда давать камере остыть. Я упомянул выше, что есть режим фото. Я не думаю, что кто-то сильно будет пользоваться этим режимом, но давайте посмотрим. Самое высокое разрешение это 16 мегапикселей. В режиме 8,3 мегапикселя есть возможность снимать в RAW формате. Ночью фотографировать как бы можно, но нужно ставить высокую выдержку, поэтому фотографировать ночью имеет смысл только со штатива. Признавайтесь, кто готов таскать с собой штатив, чтобы ночью фотографировать на экшн камеру? Я, к примеру, не готов. Ну и пара моих дополнительных замечаний. Первое. У камеры нет возможности фокусироваться и она не может снимать объекты с близкого расстояния. Второе. У водонепроницаемого корпуса есть еще вторая задняя крышка, которая позволяет управлять сенсорным экраном, не доставая камеру из корпуса. Правда, ограничивает максимальную глубину погружения на 3 метрах и под водой сенсор все равно не будет работать. Третье. Защита для линзы во время переноски потерялась через 3 минуты после распаковки. Четвертое. С флешкой на 256 гигабайт у меня устройство работает нормально, но нужно помнить, что для работы нужны быстрые флешки. Пятое. Я нашел 3 версии данной камеры, которые выпускались в разное время и все имеют название SG-Cam SG6 Star. У первой версии микрофон был сбоку и был HDMI выход.
Кстати, на негерметичном кейсе есть отверстие под этот микрофон. У второй версии микрофон был перенесен на переднюю панель возле оптики камеры. У третьей версии микрофон был спереди и убрали HDMI выход. Причем на рендерах в описании HDMI есть. Возможно, есть еще версии, и это печально, потому как покупатель не знает, что именно ему придет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок.